На проселочной дороге, заливаемой серым светом рассвета, повеяло тишиной, которую нарушал лишь скрип снега под колесами автомобиля. Мужчина за рулем легкового автомобиля, уставший после долгих часов в бесконечном и утомительном пути, но полон решимости двигаться дальше, продолжал движение вперед, избегая угрюмых мыслей о своей жизни, которая в последнее время редко радовала его. На заднем сиденье, дрожащая от холода, уютно устроились его любимая собака по имени Белла и щенки, пытавшиеся прижаться друг к другу, чтобы согреться и защитить друг друга от морозного ветра, который пронизывал собачью шкуру. Казалось, мир вокруг застывал в ожидании, а чувство хрупкости и уязвимости этих маленьких созданий напоминало ему о том, как иногда жесток мир, особенно для тех, кто не может за себя постоять. Вдруг, как будто под действием невидимой силы, мужчина стал прижимать тормоза и незапланированно свернул на узкую тропу, уходящую в густой и непролазный лес, укрытый снежным покровом. Глуша двигатель, он тяжело вздохнул, будто готовясь к принятию непростого решения, которое должно было коренным образом изменить судьбы его и его пушистых спутников, находящихся под угрозой. Открыв багажник, его рука грубо вытаскивает собаку и щенков. Его горло сжимается от жалости, и он не может избавиться от боли в сердце, не обращая внимания на их жалобные и трогающие душу крики, полные страха и нежной привязанности. Внутри него разгорелась борьба между страхом за своих питомцев и жгучим желанием не допустить, чтобы их жизнь стала для него обузой, и долг, который звал его к уходу, заставляет его все больше не знать, как поступить. «Это необходимо», – шептал он себе в отчаянии, отводя взгляд от терзающих его угрызений совести. Щенки пищат, протестуя против своей судьбы, а Белла инстинктивно пытается их согреть своим телом, прижимая к себе, готовая на все ради защиты своих детей, которые полагались на нее. Мужчина, проверив, все ли у него в порядке, грузно уехал, оставив Беллу и щенков среди холодного леса, погруженного в белесый мрак. Собака скулит, не понимая, что только что произошло, ее загнанное в угол сердце колотится от страха и неопределенности в будущем. Она с тревогой смотрит вслед уезжающему автомобилю, ее сердце замирает от общей тишины, а щенки стараются сгруппироваться вокруг нее, искренне нуждаясь в тепле и защите, которая дала им жизнь с самого их появления на свет. В их глазах читается испуг и полное непонимание того, что произошло. Они чувствуют, что их бросили, и в этот момент родительская любовь Беллы лишь усиливается. Для нее, лишенной своего места, единственное, что имеет значение – это оставить щенков в безопасности как можно дольше, оберегая их от морозного дыхания зимнего леса. Собака остается с щенками, несмотря на неизменный холод, страх и голод, похолодевшие, пронзающие их души. Каждый из них чувствует, что остались одни в этом мрачном и пустом лесу, полном опасности, готовых их поглотить в любой момент. Белла не уходит искать укрытия. Ее материнский инстинкт сильнее любой тревоги, переживания или одиночества. Щенки жалобно пищат, но Белла, облизывая их, подает все тепло, которое у нее есть, отчасти пытаясь защитить их от жестокого и безжалостного мира, который окружает их снаружи. Свет фактически исчезает, и в этот осенний вечер собака борется за их выживание, несмотря на растущую хрупкость маленьких организмов, которые зависят от ее любви и защиты. Она остается с ними, из-за чего щенки поднимают свои головки и вздрагивают, желая лишь одного – чтобы щенки были в тепле, чтобы они могли ощутить безопасность, пока они находятся под ее защитой. Белла, собравшись с сыблами, начинает искать еду, но ее усилия тщетны. Она не находит ничего, кроме снега и холодного ветра. Сквозь деревья и думая о своих малышах, которых необходимо кормить и согревать, она тихо бродит.
и вдруг замечает лису, крадущуюся в ее сторону, потирая лапки от холода. Запах свежей добычи вызывает у нее желание защитить своих щенков любой ценой, даже если это означает рискнуть своей жизнью. Чувствуя себя готовой к бою и инстинктивно глядя на своих врагов, она поворачивается лицом к лисе. Казалось бы, одно большое, полное решимости существо. Лиса, увидев полное решимости выражение Беллы и ее несломленный дух, решает отступить, покидая это поле боя. Собака, выдохнув с облегчением, снова возвратится к своим малышам, готовая вновь оберегать их, давая им дополнительные шансы на выживание, и сама желая, чтобы у щенков все будет хорошо. Неожиданно жизнь делает неожиданный поворот, когда мужчина на грузовике, проезжающем по этой дороге, замечает эту сцену – собаку, щенков и лису, кочующие в пустом лесу, замерзающем от зимнего холода. Он останавливается, его сердце сжимается от сострадания и, едва успев работать своими чувствами, хватается за ручку двери, чтобы выйти. Хватая их на руки, он берет Беллу и щенков в свой дом, согревая их, заботясь о них так, словно это его собственные дети и часть его жизни. Это, пожалуй, был тот момент, когда он понимал, что в его сердце вновь зажглась искорка любви и надежды, освещая его жизнь. Чудо происходит. И, наконец, они уснули, уютно устроившись рядом друг с другом для большей безопасности и комфорта. Улыбка появляется на лицах мужчины и вновь появившихся новых членов его семьи. Это тепло вернулось, и, кажется, наступила долгожданная безмятежность в их жизни, которую так сложно было заметить в быстро проносящейся суете времени. В доме мужчины воцаряется тишина, но она не давит на душу. Наоборот, нагружает ее заботой и нежностью. Он наблюдает за Беллой, восхищаясь ее преданностью, ее силой, ее истинной природой в условиях, когда не каждый бы выжил. Этот момент, наконец, открывает ему глаза на истинные ценности жизни, особенно когда есть кто-то, ради кого стоит жить и кем стоит дорожить в этом мире. Белла оберегает своих щенков, уютно устроившись ближе к коробке, в которой они живут. Грей, так звали мужчину, приготовил еду для них, изо всех сил стараясь обеспечить безопасность своих питомцев. Но его детское, доброе сердце не позволяет оставить их у себя, и он решает обратиться к ветеринару, понимая, что они нуждаются в профессиональной помощи для обеспечения безопасности и профилактики болезней. Он звонит Аарону, чтобы узнать, кто сможет принять щенков, нуждающихся в заботе и защитниках, ведь он не может смириться с мыслью о том, что они могут оказаться вновь на улице и подвергаться опасности. Вскоре ветеринар Аарон приходит, осматривает Беллу и щенков, но его взгляд притянут к старым травмам, которые оставили следы на животном. Он замечает, что еще одного щенка рана не зажила, и Грей осознает, что щенков кто-то оставил на морозе, подвергая их жизни опасности. Аарон, понимая всю серьезность ситуации, говорит Грею, что приютов нет, и он может оставить щенков у него дома, пока они не найдут гуманную помощь. Грей чувствует, как его сердце сжимается от чувства ответственности, когда он принимает решение о домашнем приюте, осознавая, что это его долг – выжить и спасти их. Теперь он отдает всего себя этим существам, начиная осознавать, что это, возможно, станет новой целью в его жизни. Грей начинает строить вольер для щенков, чтобы обеспечить их безопасность и защищенность, заботясь о том, чтобы ни один щенок не пострадал. Его руки работают быстро и уверенно, а в его сердце растет чувство теплоты и надежды. С каждым днем он больше привязывается к Белли и ее щенкам, наблюдая, как они растут на его глазах, становятся более игривыми и счастливыми благодаря его заботе. Грей начал говорить с Беллой, рассказывая ей о своих днях, делясь радостями и тревогами, стараясь ее поддерживать в трудные времена. Каждая история, каждая лирическая притча показывает ему, что настоящая дружба возможна, даже если она проходит через страдания, и он начал находить в этом утешение.
Однажды Грей увидел внедорожник, который напомнил ему о том, что он оставил позади. Прошлое всплыло в его памяти, но в этот момент он почувствовал невероятную силу. Осознав то, что теперь он не одинок, что у него есть кто-то, кто полон любви и преданности, он знал, что должен остаться с ней и защищать неполную семью от всего, что может им угрожать. Белла и ее щенки стали частью его жизни, его новой истории, и он не собирается их отпустить. Теперь они вместе начали новую главу своей жизни, которая была полна надежд и новых испытаний. С каждым днем Грей начал замечать изменения в состоянии Беллы. Она стала меньше есть и чаще ложиться, что вызывало у него тревогу и сожаление о том, что ее здоровье может ухудшаться. С большим беспокойством он позвонил Аарону, который подтвердил его опасения. У Беллы действительно слабое сердце, а легкие могут быть сильно повреждены из-за постоянных холодов. Грей решает взять ситуацию в свои руки, принимая все меры, чтобы вылечить Беллу, внимательно следя за ее состоянием и делая все возможное для ее восстановления. К своему восторгу он видит, что она немного окрепла, и это наполняет его живительным источником надежды, что они смогут преодолеть все трудности вместе. Совсем скоро Грей увидел машину Дэна, своего соседа, который искал свою собаку. Дэн признался, что бросил Беллу в лесу, потому что не мог справиться с жизнью, что звучало как никчемное оправдание. С горечью и раздражением в глазах он не ожидал, что его страшный поступок вернется к нему как бумеранг, и теперь он должен будет иметь дело с последствиями своих слов и действий. Грей обвинил его в том, что он оставил собаку и щенков на мороз, в то время как сам остался бездушным, потерянным в своих собственных переживаниях. Дэн пытался оправдаться, рассказывая Грею, что у него были причины оставить собаку. В ярости и непонимании Грей, не сдерживая гнева, резко напомнил Дэну, что собака не просто животное, она является матерью и другом, обладающим чувствами и достоянием, требующим уважения. Грей угрожает Дэну, что если тот еще раз вернется, его встретит полиция, и он за свои поступки ответит по всей строгости закона. Угрозы и эмоции становились клубками, нарастая, вызывая ненависть к быстро забывающейся бессердечности, и сердце Грея наполнялось яростью. В отчаянии Дэн пытается предложить деньги за щенков, но Белла, обладая инстинктом защитника, охраняя их, не собирается уходить без боя. Грей объясняет Дэну, что он сам не станет таким же бездушным, как он. В конце концов, Дэн убирается прочь, понимая свою вину и полагая, что он должен был поступить по-другому в той ситуации, в какой он оказался. Грей ощущает значительное облегчение, когда понимает, что справедливость восторжествовала в этот раз. И они все снова стали живыми, полными надежд. Грей осознает, что теперь у него есть настоящая семья – Белла и щенки, что они теперь разделяют с ним не только пространство, но и всю его жизнь. Это счастье и возможность взаимодействия с ними заполнили его жизнь смыслом и радостью, даже когда впереди их ожидают многие новые испытания. Он искренне благодарен за это испытание и начинает записывать истории о щенках, принимая их как часть своей жизни, подготавливаясь к переменам и новому обретению истинного счастья. Это новое начало стало для него большим провидением, когда он наконец нашел свою цель. В это время Грей начинает заботиться о больном щенке, которого ласково назвал Угольком. С первых дней своей жизни щенок борется за свою жизнь, и его выздоровление становится ключевым моментом в их общей судьбе. Белла, как преданная любовь своей жизни, поддерживает Уголька, и благодаря заботе и любви Грея он начинает выздоравливать медленно, но верно возвращаясь к жизни. Грей чувствует себя нужным и важным, ухаживая за домом и собаками, понимая, что находит свое призвание в помощи тем, кто раньше остался один и заброшен на произвол судьбы. Это огромное удовлетворение заполняет его душу и открывает новые горизонты. Соседи и друзья начинают замечать его усилия,
и признавать его заботу о собаках. Они видят, как Грей изменился благодаря любви и дружбе, которую он нашел в Белли и щенках. Каждый из них осознает, что настоящая семья – это те, кто рядом, даже если они не связаны кровными узами. Грей старается больше делиться своим опытом, рассказывая другим о том, как важно заботиться о тех, кто не может за себя постоять, и как настоящая семья может сформироваться из обстоятельств. Он благодарит Беллу за то, что она снова научила его верить в дружбу, которая может объединять людей и животных, наполняя мир светом и добротой. Какой-то момент настал, когда Грей обретает истинное понимание. Судьба посылает нам тех, кто может перевернуть нашу жизнь. Хотя Белла не могла говорить, она привнесла в его быт больше любви, понимания и ясности, чем кто-либо сделал за долгие годы, показывая ему, как важно оставаться настоящим, даже когда времена трудны. Белла стала не только верным другом, но и спасителем, который показал, что жизнь полна надежд, что главное – это любовь и преданность, а они могут изменить мир каждого, кого касается их судьба. Таким образом, серый рассвет стал символом новой жизни и вторых шансов, о которых Грей мог лишь мечтать. А еще двигался к тому, чтобы изменить их всех к лучшему. В этом обширном и холодном мире он нашел тепло и надежду в лицах Беллы и щенков, и теперь их союз стал примером того, как настоящая любовь может превратиться в настоящее счастье и наполнить жизнь смыслом.